Привет, армия! Новость о том, что Тэхён стал новым амбассадором Paradise City, напоминает нам об одном из самых обсуждаемых моментов последних лет – забеге Ронинг Челлендж, который Тэхён и Чингук сняли в отеле. Несколько дней назад исполнилось ровно 3 года с тех пор, как они поделились видео, покорившим все сообщество, культовым клипом, который не только эстетически приятен, но и запечатлел их личные моменты в простой и понятной манере. Видео с подписью «Режиссер Тэхён, монтаж Чингук». Это был не просто очередной челлендж, это был отрывок из их повседневной жизни в романтическом и эксклюзивном отеле, снятый сразу после возвращения Чингука из Катара, спонтанная запись, которая могла бы остаться личным воспоминанием, если бы они не решили поделиться ею. На видео Тэхён одет в толстовку с Рлин, подарок Чингука из Катара, небольшая, но значимая деталь для тех, кто следил за профессиональной и личной жизнью пары. Теперь, 3 года спустя, ситуация приобретает новый смысл. Тэхён – официальный посол отеля, где они снимали тот незабываемый момент, в то время как Paradise City также является главным спонсором выставки Чингука Golden The Moments в Нью-Йорке. Совпадения подкрепляют идею о том, что их путешествия, как по отдельности, так и вместе, продолжают органично переплетаться. Невозможно не представить, что ничто не происходит без причины, все события кажутся взаимосвязанными. Многие фанаты ностальгируют по Тэгуку, они скучают по времени, проведенному вместе на трансляциях или презентациях, где они смеялись естественно и без объяснений. То, как они смотрели друг на друга, доверие, которое они проявляли, и энергия, которой они делились, были мгновенно узнаваемыми деталями, признаками настоящих отношений, не ищущих внимания и не пытающихся его скрыть. В последнее время напряженность становится очевидной, когда Чингук используется в определенных историях или когда он и Тэхён подвергаются необоснованной критике. Но поклонники считают, что эта фаза не будет длиться вечно. История показывает, что эти двое знают, когда возвращаться с серьезными проектами и результатами, которые говорят сами за себя. Поэтому многие поклонники подчеркивают важность терпения. Тэгук, как творческий дуэт, так и их личная связь, неизменно демонстрирует последовательность в своих выступлениях, общении и развитии. Речь идет не о навязывании интерпретаций, а о наблюдении за тем, как каждый шаг переплетается. Их путь показал, что оба знают, когда и как себя преподнести. Время, проведенное ими вместе, почти всегда имеет смысл. Говорить о личной жизни Тэгука никогда не бывает легко, поскольку ее невозможно описать одним словом. Их отношения на протяжении многих лет представляли собой череду жестов, взглядов и моментов, демонстрирующих постоянную связь. Связь, которая, хотя и видна только со стороны, становится невероятно значимой для тех, кто следит за их развитием. То, как они влияют друг на друга, поддерживают и отражают друг друга, привлекает к ним так много поклонников. Тэгук всегда показывает, что они думают друг о друге, даже находясь на расстоянии. Недавний пример Чингук во время прямой трансляции, казалось, был сосредоточен на окружающем, однако его поведение раскрывало нечто более глубокое, его мысли, казалось, были настроены на голос, присутствие и воспоминания Тэхёна. Он не говорил об этом прямо, но выражение его лица говорило о том, что он чувствовал что-то знакомое еще до пения. Это становилось еще более выраженным, когда Чингук закрывал глаза и задавал настроение песням, выбранным не случайно. Его сосредоточенность намекала на то, что он соприкасался с определенными воспоминаниями, связанными с Тэхёном. Среди этих песен были «Falling» и «Never Not», обе напрямую связаны с Тэхёном и Чингуком. Для кого-то эти песни могут быть просто музыкальным выбором, но для тех, кто знает предысторию, эти песни пробуждают важные воспоминания. «Falling» напоминает концерт Гарри Стайлса в Лос-Анджелесе, который они посетили вместе, непринужденно прогуливались сквозь толпу, держась за руки и непринужденно обнимаясь. Свободный и искренний момент, без попытки скрыть комфорт друг с другом. Эти воспоминания пробуждает Чингук, поющий «Falling», а также песня «Never Not», связанная с первым и единственным концертом, который Тэгук посетил вместе. Их близость была на первом плане, их взаимодействие было настолько естественным, что вызвало огромный фурор в зале. Глубокие взгляды, многозначительные жесты и интимная атмосфера четко переданы, они обмениваются короткими фразами, молча смотрят друг другу в глаза и наслаждаются музыкой, находясь в общем пространстве, понятном только им. Поэтому выбор Чингука исполнить эти две песни не считается совпадением. Скорее, это напоминание о важном периоде, который остается неизменным. Чингук не только помнит,
но и переживает его заново через музыку, связывая настоящее с фрагментами прошлого посредством тщательно подобранного репертуара. У Тэкука, как дуэта и как личной связи, есть как важные, так и незначительные моменты, но их история остается ощутимой благодаря таким деталям. Поклонники видят ее как закономерность, а не как отдельные жесты, как закономерность, которая проявляется на сцене в разных местах и ситуациях. Поражают не громкие заявления, а скорее постоянные детали их сближения, взглядов и поиска друг друга, как на профессиональных записях, так и в неформальных моментах. Это подкрепляет идею естественности, динамики, которая не является постановочной, она не возникает из-за требований группы, это привычка, которая сохраняется даже тогда, когда никто этого не ожидает. Такие моменты можно увидеть в прямых эфирах, на концертах, варьете, за кулисами и даже в повседневной жизни. Чингук и Тэхён всегда непреднамеренно подходят друг к другу. Для многих поклонников это постоянное повторение создает общую нить, связывающую годы, как будто каждый момент дополняет другой. Каждое маленькое действие создает непрерывную преемственность. Поэтому, когда фанаты говорят, что ничто не происходит просто так, они имеют в виду последовательность их действий, а не чрезмерную эйфорию. Ностальгия поклонников Тэхёна проистекает не только из желания увидеть их совместные выступления, но и из воспоминаний о естественности, с которой они смеялись вместе, непринужденно делили пространство или спонтанно взаимодействовали, синхронности их движений даже в самых простых трансляциях, и когда фанаты говорят об уверенности, которую они источают, это практически способ описать, насколько естественно они общались. В конечном счете, то, что делает Тэхёна и Чингука такими пленительными, это не великая загадка, которую нужно разгадать. Это маленькие закономерности, которые с годами формируют узоры, детали, которые появляются непрошено, взгляды, которые возникают без сценария, шаги, которые приближаются друг к другу без предупреждения. Они никогда не пытаются ничего объяснить, это мир пытается интерпретировать, и все же именно в тишине их история обретает форму. Поклонники узнают, что не каждую историю нужно объяснять явно. Некоторые отношения действуют на невысказанном языке, с ритмом, понятным только двум людям, живущим в них. И когда что-то остается неизменным, даже когда камера не работает, когда небольшой жест повторяется в разных ситуациях, когда прошлое воспоминание всплывает в музыкальном выборе или выражении прежде, чем спета нота, вот в чем смысл. Сейчас, видя Тэхёна, стоящего в качестве посла Paradise City, отеля, где они снимали тот спонтанный момент, и видя, как Чингук представляет выставку Golden The Moments с тем же отелем в качестве спонсора, фанаты чувствуют, как замыкается круг, как будто время тихо подготавливает все к новому пересечению, не шумом, а совпадениями, слишком явными, чтобы их игнорировать. Вот почему история Тэкука продолжает жить, не из-за громких заявлений или обещаний, а потому, что их пути постоянно пересекаются, следы одного человека часто появляются в пути другого, и оба всегда находят способ быть рядом друг с другом, физически, эмоционально и в воспоминаниях, которые направляют их маленькие шаги. В быстро меняющемся мире, где отношения легко становятся центром внимания или споров, Тэхён и Чингук демонстрируют, что подлинное всегда будет существовать. Они не всегда появляются вместе, могли быть расстояния, пробелы или фазы, когда мир не видел их в одном кадре, но их история показала одно, что неизменно: когда придет время, они снова будут вместе. И вот почему фанаты никогда не теряют надежды, не из-за фантазий, а из-за повторяющихся закономерностей, потому что доказательства возникают не из слов, а из-за последовательных действий, потому что присутствие одного человека в жизни другого всегда ощущается в музыке, карьере или совпадениях, слишком прекрасных, чтобы быть просто совпадением. Заключение этого повествования не в том, чтобы что-то подтвердить, оно в том, чтобы понять, почему Тэкук продолжает жить в сердцах стольких людей. Их история никогда не была вынужденной, отношения, которые развиваются через язык взглядов и молчания, и пока этот ритм продолжает формироваться, пока их шаги остаются направленными друг на друга, пока старые воспоминания продолжают влиять на новые моменты, Тэкук всегда будет историей, за которой стоит следить. В конце концов, в этом и заключается суть. Некоторые связи не нуждаются в объяснении, их просто нужно увидеть, почувствовать и запомнить, потому что со временем они всегда найдут дорогу обратно. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it.